И привет всем, меня зовут Крутой Лорд. Некоторые из вас слышат мой голос впервые, но да ладно, не суть. Сегодня, после нескольких лет молчания, я расскажу вам, что почем у меня и какова судьба моих проектов, над которыми я работал. Советую вам досмотреть ролик до конца, чтобы не пропустить никакую важную, но очень интересную информацию. Итак, начнем. Многие из вас интересуются, что с игрой My Life as a Teenage Robot 8-бит и когда выйдет долгожданная бета-версия данной игры. Так вот, отвечаю. Проект Mlator 8-бит, долгое время находившийся в стадии заморозки, закрыт. Почему? Как? Зачем? Вот несколько причин. Первое. Мне не удалось найти людей, которые помогли бы с ее разработкой. То есть ни дизайнеров спрайтов, ни аниматоров, ни программистов мне не удалось найти, которые помогли бы мне довести проект хотя бы до первой бета-версии. Второе. Я поменял приоритеты, и за место работы над фанатским проектом я занялся оригинальным. Кстати говоря, если бы не Mlator, этот проект бы никогда не увидел свет. Так вот, это проект, посвященный истории моего оригинального персонажа, Евгении Вороновой. Ее вы можете лицезреть прямо сейчас на экране. Поподробнее о ней я расскажу ближе к концу ролика. Третье. Это уже скорее не причина, а повод. Меня забанили с Discord сервера Mlator Fanbase. Там ситуация была довольно сложная, но виноваты обе стороны. Я, потому что иногда позволял себе вести себя не очень хорошо, и админ состав сервера и их прихвостни. Хочу выделить особо таких личностей, как Plants 10000 и Webbit. Потому что не пытались поступить по-человечески и понять меня как другого человека со своим собственным мнением. Дальше эту тему я объяснять не буду, потому что на это уйдет как минимум минут 30. Но скажу вот что. Из-за того, что ко мне начали относиться с неуважением, я и закрыл проект, как ответ на их отношение ко мне как к простому человеку. Поэтому преимущественно благодарить фанбазу за то, что Mlator 8-бит уже точно не увидит свой свет. Вот несколько треков, что были написаны специально для игры. Вот такие дела насчет Mlator 8-бит. Проект уже на стадии заморозки я думал закрыть, но нужен был повод. Пусть из-за группы индивидов будут страдать все. Но да ладно, не будем о грустном, переходим к следующему проекту. Я работал еще над одним проектом, посвященным Mlator, и это должен был быть кликер. Это должен был быть проект, созданный при поддержке паблика ВК по Mlator Nest, который ныне заблокирован администрацией ВКонтакте. Администратор данного паблика, Коко Хакматьяр а.к.а. Василий Калинин, дал мне задание создать игру по типу «Бей кротов». Для тематики Mlator идея вполне реализуема. Правда, до этого я додумался лишь спустя несколько месяцев с начала общения с тем, кого у меня уже язык не повернется назвать товарищем Василием. И то, когда он натолкнул меня на эту идею. В итоге я начал работу над проектом, создал бэкграунды, спрайты, а мой товарищ звукорежиссер написал трек и сделал звуковые эффекты. Осталось лишь найти программиста, но и с этой задачей мне не удалось справиться. Как итог, с проектом я затянул, а впоследствии Василий поступил как истеричка
и забанил меня в своем паблике просто из-за того, что я выложил пост про Евгению в другом паблике Pamlater. Назвал меня лицемером и балаболом, хотя он сам оказался ничуть не лучше. Поступок эгоиста, который только и умеет делать, что манипулировать другими людьми. Если вы повстречаете такого человека в реале, не вступайте с ним ни в какой контакт. С таким человеком лучше вообще не поддерживать никаких связей, ибо никакого уважения от него ожидать не стоит, а сам он вас опустит при первой же возможности. И ему плевать на эмпатию. Он обратит ситуацию так, как выгодно ему, только ему и никому другому, кроме ему. Как итог, после разрыва связи с ним я закрыл и этот проект. Вот то, что я сделал для данного проекта. Примерно так выглядели запчасти, которые могли бы сформировать картину в целом. Как-то так. Ну а теперь, пожалуй, самая хорошая новость за сегодня. Евгения Воронова и ее история. Итак, что же данная история будет из себя представлять? Это будет визуальная новелла, где и будет рассказываться история Евгении, ее главной героини. Но кто же такая Евгения? Евгения – это девочка-андроид, которая была сконструирована как 16-летняя девочка-подросток и ведущая себя таким вот образом. Ей придется выживать в суровом мире будущего 2080-х годов, где человечность не присуща большинству людей. На протяжении всей истории ей придется пережить как хорошие, так и плохие моменты, а также эволюционировать как личность, которая составит конкуренцию даже простому человеку. Если вам интересна история Евгении и сама Евгения, то ставьте лайк, потому что чем больше лайков, тем выше шанс, что я сделаю отдельный ролик про нее. Вполне возможно, что даже не один. Ну а так, это пока все, что я могу рассказать про нее на данный момент. Переходим к финальной части ролика. Такая вот печальная судьба настигла мои проекты Pamlater. Но, как говорится, из-за туч еще пробьется солнце луч. А значит, закрытые проекты все равно увидят свет. Возможно, в новом обличии, идея для них уже есть. Но это все равно будет здорово. И что фанатам Later зайдут оригинальные игры, которые изначально планировались как фанатские. И на это точно можно будет рассчитывать, если вы поддержите проект по Евгении. И чем сильнее вы его поддержите, тем больше шансов на его успех. Если хотите поделиться своими мыслями, вопросами, предложениями и пожеланиями, комментарии под видео всегда открыты. И если вы здесь впервые, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также делиться данным роликом с друзьями. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и в мой Discord сервер, чтобы точно быть в курсе всех новостей. Ну а с вами был Крутой Лорд, спасибо за просмотр и всем пока!